Минус 30. Термометр достиг своей минимальной отметки. Но это никак не Ленин, подожди. Ленин-то доспехи не носил уже. Даже мобильной связи нету, да? Вот, и как тут быть, мы пока не знаем. Театр Деда Мороза. Дом моды Деда Мороза. Где резной палисад. Друзья, привет! Как вы думаете, где я? Я на севере. Естественно, куда же я мог бы поехать еще, если не на север зимой. Сегодня у нас 2 января 2022 года. И мы собрались в небольшую поездочку такую в Архангельскую область, разведать маршруты. Вчера стартовали из Москвы 1 числа. Ну, так достаточно комфортно. Проехали до Вельска, где-то 720, наверное, верст было с чем-то. Сегодня поедем на север дальше, в сторону Холмогор, по Ломоносовским местам. И уже через Северную Двину будем заходить на восток, с тем, чтобы дальше уже двигаться по маршруту на Лишуконе, Русский Север 2022 года. Ну и сам Вельск. Старинный город, основан в 1137, судя по этой надписи. Мы на пути Холмогора. Как успехи, Боремся, настроение? Краем север. Побороли? Пока нет, но все впереди. Друзья, привет! Третий день нашего путешествия по Архангельской области. Мы в Верколе, о родине Федора Абрамова. Абрамовская Веркола. Вот он, музей Федора Абрамова. Веркола. Это село известно на весь мир тем, что здесь родился и вырос писатель, земляк Федор Абрамов, классик деревенской прозы, который известен своими произведениями «Братья и сестры» и прочими практически на весь мир. Сейчас мы посетим его родительский дом, могилу, ну и прочие замечательности. Вот здесь можно было остановиться, да, в гостинице? Вроде оно. Где мы могли бы жить, но не живем. Это вид на Верколо-Артемьевский монастырь, если я не ошибаюсь. Домик Федора Абрамова. Амбары. Целая серия амбаров на берегу Пиниги. Очень красивый вид. Какой конек на крыше. Красивая изба. Гуляем по деревне Веркола. Вот сейчас, скорее всего, поедем в деревню Сура. Сура находится на противоположном берегу Пиниги. Вообще холодно. Показывал минус 17, но мы тут так гуляем где-то минут 20, полчаса. Ну, забористо прям. Интересная, конечно, тема с амбарами, которые стоят отдельно от домов напротив, вот здесь. Это сделано, чтобы на случай пожара не пропало зерно и запасы продовольствия, чтобы голода не помереть. Ледовая переправа через реку Пинига по дороге на Суру. А вот здесь гало, я не знаю, передает или нет. Гало очень красиво. 12 дня, а солнце уже заходит. Еще одно гало.
доехали до Суры. Здесь был Сурский женский монастырь. А вот здесь вот музей, посвященный Иоанну Кронштадтскому, который здесь родился в Суре. Бегло, очень бегло, да, так. Было до этого интересно, конечно. Более подробности были, как его одежду разрывали, там, деньгами все. Ну он действительно так, этот народ ходил. Да, он прям выходил, его прям вот, на одежду разрывали на лоскуты, на сувениры. Ехали мы в гостевой дом. Кем же? Приют путника называется. Минус 28 сегодня было по пути. Из правого рукава на полетику соколику наказывала, на полетику соколику. Здесь в Кимже две мельницы. Одна сделана как музей, восстановлена только снаружи, но без механизма. Вторая полностью восстановлена с помощью мастеров из Голландии, кстати, между прочим. А всего здесь этих мельниц в Мезенском районе 4. Если бы не провода, по сути, вид как в старые времена, как лет 100 назад или больше. Избы все прям замороженные внутри. Здесь никто не живет, окна все промерзшие насквозь. Вообще в избе тоже шестистенок. Здесь видно, да, что идут перпендикулярно дороге 4 стены. По центру 2. И как бы 2 избы соединены под одной крышей. Всем привет! Продолжается наше замечательное путешествие по Архангельской области. И мы находимся в Кимже. Это примерно где-то 37 километров от Мезени. Замечательная такая деревня. Входит в список красивейших деревень России, но не это самое главное. Самое главное в том, что у нас было планов громадье посмотреть тут все вокруг. И Кельцу, и Березник, и Погорелец, там, масса как бы здесь есть таких интересных мест. Но вот случилась незадача. Вторая машина у нас не завелась. Вернее, она завелась, поработала, и потом просто перестала работать, что-то там непонятное. Вот. И перетрясли сейчас все аккумуляторы, перепробовали, вроде бы не в аккумуляторе дело в ошибках. А тут понятно, что даже мобильной связи нету, да. Вот, и как тут быть, мы пока не знаем. Потеряли сегодня полдня, зато съездили в Мезень, очень колоритное место. Минус 30. Термометр достиг своей минимальной отметки. Появились определенные надежды на то, что мы сможем продолжить наше путешествие. Вань, что сглазишь, а? Чего вы переживаете? Путешествий автомобильных без каких-то поломок. Это к этому спокойно надо этого относиться. не бывает. Мрачное кипение умов. Да, Полузамерзшие люди. Ситуация была серьезной. Она и сейчас остается серьезной. Она пока напряженная, да? Очень напряженной. Мы надеемся найти выход. В общем, на улице морозно. Машина, честно говоря, еле завелась. Все промерзло, дверь вся мерзла. Наверное, градусов 35. Морозы сейчас. Полетику соколику наказывала, я наказывала, да выговаривала, я наказывала, да выговаривала. Ты лети, соколик, высоко и далеко, ты лети, соколик. Мы приехали в Кильцу, наконец-то.
Сейчас местный житель нам сказал, что 20 человек сейчас живет здесь, в Кильце. Она тоже в списке самых красивых деревень здесь северных. Дорога к ней чищена, в принципе. Летом дороги нет, а вот зимой проехать можно. Что, в истории попаду? Обязательно! Я смотрю это в интернете. Здорово у вас тут. Летом приедем. И очень много домов в хорошем сохране. Вот такие тут вот есть заезды в дома. Практически все дома это шестистенки. Огромные такие избы. Это называется взвоз. Сюда заходила лошадь на сеновал. И в хозяйствующую часть избы. Видите, здесь у избы как бы передняя часть есть. Передние части, кстати, обновлялись более регулярно. Им там 100 лет, может быть, а задним частям им гораздо больше лет. Пожарной машины я так и не нашел в Кильце. Была тут такая машина пожарная, что-то не видать. Друзья, доброе утро, день 6. Мы в Лишуконском районе путешествуем. Лишуконе настоящее смотрим. Ехали на Нисагору, деревня большая Нисагора. Здесь хорошо сохранившаяся церковь деревянная. Дали нам ключ от церкви. Вот он. Наконец добрались мы до нашей точки. Большая Нисагора, было очень непросто. 7 переправ. Добыли у местных жителей заветный ключ, нам дали от церкви. Сейчас попробуем пробраться внутрь. Здесь до нас не было никого очень давно. Судя по тому, что следов нет никаких. Замочек солидный. Недалеко мы уехали от Лишуконского. Что бы вы думали? Она опять не хочет ехать. А мы хотим доехать все-таки до Коми по такой дороге. Идея так себе, мне кажется. Видели сегодня сову, которая на дереве ела мышь. А пока вообще, живности никакой не видели. Снегиря видели, это не в счет. Хотелось бы хотя бы зайца увидеть. Вообще, конечно, поражает малое количество какой-либо скотины, в принципе, на улицах. Ни одной лошади мы не видели. Понятно, что все греются, да, там и на улице, нету никого, да, но хотя бы лошадей, да, там вообще ничего нет. Привет еще раз, мы едем сейчас по зимней дороге из Лишуконского в Кайнаск. У нас все не без приключений происходит, потому что еще один экипаж, который с нами едет, там периодически что-то у машины происходит, так что она не хочет ехать.
Кайнасе. Дорога отличная, чищенная. До Кайнаса можно легко ехать спокойно. Вот, а там дальше, ну, будет понятно по состоянию дороги. Амбарный городок, старинная церковь, собственно, основные достопримечательности. Друзья, привет! У нас последний день нашего путешествия по русскому северу. Приехали в Великий Устюг. Вот такая тут центральная площадь. Ленин. Ой, это никак не Ленин, подожди. Ленин-то доспехи не носил уже. Памятник Семену Дежневу. Что могу сказать? Народу тьма. Привозят автобусами. Ну, с детьми, естественно, да, здесь полностью бренд Деда Мороза раскрученный. Используется торговцами там в коммерческих целях. Там резиденция Деда Мороза, почта Деда Мороза, театр Деда Мороза, дом моды Деда Мороза. Это основная улица, она такая, наверное, самая красивая, но очень много попорченных зданий рекламой. Вот, то есть всякие магазины, современные вывески. Все это, конечно, сильно портит внешний вид. И везде понатыканы эти сувенирные лавки. Ну, не знаю, как-то не мое это. Резюмируя, Великий Устюг не понравился. Куда